WA-87. Этот микрофон мы уже с вами как-то смотрели на нашем YouTube-канале. И стоит сказать, что время не стоит на одном месте. И с 2016 года Warm Audio трудились над уже второй ревизией этих самых 87-х. Второй ревизии, которая бы еще больше нас приближала к тому самому звучанию из 60-х. Результатом стал вот этот самый микрофон, который у нас сейчас стоит на стойке, WA-87R2. Сегодня я предлагаю вам послушать этот микрофон, посмотреть этот микрофон, поговорить о его характеристиках, о его возможностях. Ну а попутно, все же у нас есть такая возможность сравнить новую ревизию с прошлым 87-м. Поехали! Комплект поставки обновленного микрофона в целом ничем не отличается от прошлой ревизии. Давайте посмотрим на это вместе. Ну, конечно же, первым делом это всяческая макулатурка фирменная. Здесь есть и наклеечка, и руководство пользования вот этим самым микрофоном. Есть сам микрофон, он идет вот в таком красивом, и я бы даже сказал, элегантном деревянном футляре. Вот такая красота. Вытащу, поставлю, чтобы мы вместе могли наслаждаться его внешним видом. И два вида держателей для микрофонов. Во-первых, есть шарнирный держатель. И, конечно же, есть держатель, который вы сейчас видите на этой стойке. Это так называемый паук с виброразвязкой, чтобы всякие низкочастотные вибрации у вас не попадали на запись. Есть вот такая резиночка дополнительная для паука, потому что они иногда теряются, иногда рвутся, и очень хорошо иметь дополнительную резинку. И в комплекте у нас еще есть вот такие переходники для микрофонной стойки. Вся продукция Warm Audio примечательна очень тщательным подбором комплектующих. Например, под капотом вот этого малыша мы с вами найдем транзисторы от Fairchild и конденсаторы от Vima. Штатно, как мы все с вами уже прекрасно знаем, везде, почти что во всей своей продукции Warm Audio используют трансформаторы от Cinemac USA. Здесь такой трансформатор также имеется, как и в первой версии 87-го микрофона. И стоит заметить, что уровень выхода вот в этом микрофоне значительно подрос, и это может свидетельствовать о том, что трансформатор хоть и от Cinemac USA, но он был немножечко переработан в ходе улучшения микрофона. Поговорим немножечко о характеристиках, и, конечно же, одной из самых примечательных характеристик этого микрофона, как и в прошлой версии, это направленности. Они здесь сменные, можно выбрать из 3 направленностей. Например, сейчас мы используем кардиоиду. Как правило, в большинстве случаев вы будете использовать кардиоиду, потому что это, прошу прощения за тавтологию, направленная направленность. Она собирает звук только спереди микрофона, соответственно, мы не получаем отражение от стен, мы не получаем какие-то шумы, которые будут находиться за микрофоном, и это достаточно удобно. Переключимся на круг и поговорим немножечко о круговой направленности. Мы перешли на круговую направленность, она же сферическая, ее так иногда называют. Это направленность, которая захватывает все, что происходит вокруг микрофона. То есть, если я встану с той стороны, вы будете меня слышать точно так же, как слышите сейчас. Что характерно, например, комната. Вы должны слышать, что комната у нас стала больше, потому что все ранние отражения микрофон стал собирать в себя, потому что теперь он собирает весь звук вокруг. Такой направленностью можно пользоваться много где, например, если вам нужно захватить что-то по кругу, скажем, какой-нибудь ансамбль записать, допустим, рум. Если вы записываете барабанную установку, вам нужен рум-микрофон, который бы снял после звучания комнаты. Вот как раз кругом им можно пользоваться. И перейдем на 8.
Третья направленность, которая имеется в нашем распоряжении, это восьмерочка. Восьмерочкой, как правило, захватывали какие-то дуэты или джазовые квартеты, если уж смотреть совсем в старину, когда только-только зарождались вот эти вот технологии расположения микрофонов. Но сейчас восьмерку можно использовать, например, если вы записываете интервью и вам нужно записать сразу двух людей, располагаете микрофон между двумя людьми и выставляете восьмерку. Учтите, что при этом микрофон остается моно. Этот режим — это не стереомикрофон, это именно что моно. И сигнал, что характерно, вы получите одну волну в моно. Давайте вернемся на кардиоиду и продолжим говорить об этой модели. Конечно же, такое количество направленностей поможет нам записывать инструменты, музыкальные инструменты, не только вокал, и делать это разными технологиями. Это достаточно здорово, и это очень показательно именно для рабочей лошади, то есть для микрофона, который вы сможете использовать не только на вокале, но и в различных ситуациях. Здесь у нас, помимо направленности, есть еще две очень интересные особенности. Это срез низких частот от 80 Гц и всего, что находится ниже этого порога. Если у вас есть чрезвычайное бубнение, если вам просто на записи не нужен весь мусор от 80 Гц и ниже, то включаем так называемый low-cut и отсекаем все лишнее. И есть аттенюатор. Если вы записываете какой-то особо громкий музыкальный инструмент, например, снимаете гитарный кабинет, то аттенюатор поможет вам избавиться от перегрузки, которая может возникнуть по входу уже на микрофоне. Тоже достаточно интересное решение, которое позволит получить исконный звук, не перегрузив его. По частотной характеристике все стандартно от 20 Гц до 20 кГц, а графики, как это вводится, сейчас вы видите на своих экранах. В сегодняшнем ролике я предлагаю вам послушать все на двух тестах. Первый тест у нас будет исключительно гитарный, а без сравнения у нас два микрофона. Старая ревизия и обновленная версия. Мы их закрепим так, чтобы капсули были как можно ближе друг к другу, чтобы получить минимальное расхождение по звуку. И запишем гитару. Послушаем вариант такой, послушаем вариант другой, обработанный и без обработки. Давайте смотреть. Капсуль у нас остался без каких-либо изменений, при этом изменилось акустическое оформление микрофона. Давайте посмотрим вместе. Вот так выглядит прошлая версия, вот так выглядит актуальная вторая ревизия. Видно, что сам микрофон стал намного больше, намного массивнее. По моим личным ощущениям он стал действительно тяжелее. И изменилась вот эта защитная сетка сверху. Здесь в новой версии мы имеем больше пространства для капсуля. И если верить отзывам производителя, это положительно сказывается на финальном звуке. Давайте все-таки эти отзывы проверим на своем собственном опыте. Проведем еще один тест, на этот раз вокальный. Также выставим два микрофона и сделаем АБ-сравнение. И, конечно же, после встретимся в выводах. Ты так о мечтал, ангелочек мой, жизнь любить, творить, только лишь с тобой. Близок встречи час, и я дождусь тебя, чтоб сказать тебе важные слова. Ты самая любимая, ты самая красивая, желанная, и в целом мире для меня одна. Ты самая
самая красивая, желанная и в целом мире для меня одна. Будет очень интересно узнать в комментариях, что вы думаете по поводу вот этих двух микрофонов. Какой вам понравился больше по звучанию? Удалось ли, допустим, на модернизированной версии как-то улучшить звучание, сделать его более теплым, ламповым и винтажным? Все ваши догадки, все ваши мысли я очень жду в комментариях на YouTube под этим самым роликом. Друзья, ну а на сегодня все. Я напоминаю, что это был канал «Давай запишем», и я напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. WA87... Кто такое сочетание цифр придумал? 87. 87, bro. 87. WA87. Ну, вот, насколько приятнее говорить. Капсуль WA87.